самый высокий, самый тяжелый, самый быстрый и самый современный. Именно таким был в 1910 году новый американский трактор Pioneer 3060. В 2022 один из восстановленных экземпляров этой машины был продан с аукциона почти за $500 000, тем самым получив еще одну приставку «самый». Друзья, всем привет! Это 46-й выпуск серии Pro. Я давно хотел сделать обзор именно на эту машину, и сегодня мы знакомимся с трактором Pioneer 3060. Pioneer Tractor Manufacturing Company была основана в 1909 году в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США. Производство тракторов началось летом 1910, а на полную мощность завод вышел лишь к началу 1911. Под полной мощностью понимается производство двух таких гигантов в неделю. Начало 20 века – это эпоха освоения бескрайних целинных земель, требующая больших и мощных машин, и Pioneer 3060 полностью ей соответствовал. Длина трактора 6 метров, ширина 3, масса около 11 тонн. Диаметр задних колес 2,5 метра, а передних – 1,5. Сердцем Pioneer 3060 был 20-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель мощностью 60 лошадиных сил. Номинальная частота вращения 625 оборотов в минуту. Мощность на тяговом крюке 30 лошадиных сил. Трактор оснащался трехскоростной коробкой передач с одной передачей заднего хода. Максимальная скорость движения около 10 км в час, что для машины такого размера в то время было необычно высокой скоростью. Также от современников Pioneer отличался и системой рулевого управления. На многих тяжелых машинах изменение направления движения осуществлялось поворотом передней оси. У трактора Pioneer 3060 была современная рулевая трапеция с поворотными рычагами и кулаками. Одной из наиболее прогрессивных особенностей машины была система охлаждения, включающая в себя радиатор и вентилятор. У большинства сельхозпроизводителей ранней эпохи стояли термосифонные системы охлаждения испарительного типа. Трактор оснащался шкивом отбора мощности диаметром 45 см, шириной 38 см. Система использовалась для привода различного промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Все элементы трансмиссии Pioneer 3060 были закрыты в пылезащитные корпуса. Также он был одним из первых тракторов, оснащенных закрытой кабиной с окнами и задним навесом и мягким водительским сиденьем. Pioneer 3060 был способен тянуть 10-корпусный плуг с рабочей шириной захвата около 3,5 метров или 3 трехметровые жатки одновременно. Максимальная тяга около 4,5 тонн. Первоначальная стоимость трактора составляла $2700, что в нынешних ценах соответствует примерно 77 тысячам. К началу 1920-х цена поднялась до 4000, что по меркам того времени было очень дорого. Компания Pioneer имела дилерские сервисы во многих городах и, в отличие от конкурентов, давала гарантию на свою продукцию. Если в гарантийный срок двигатель выходил из строя, владелец должен был уведомить компанию и агента, у которого был приобретен трактор, о случившейся проблеме. После этого с сервиса направлялся специалист, изучавший машину на месте. Если двигатель запустить не удавалось, агент был обязан забрать машину и вернуть покупателю деньги. Pioneer 3060 конкурировал с несколькими крупными машинами своего времени. Главными соперниками были уже показанные мной на канале Hardpar 3060, Case 3060, Avery 4080 и Ramle Oil Pool 3060 Model E. Hardpar 3060, известный как Old Reliable, был выпущен в 1907 году и имел двухцилиндровый горизонтальный двигатель рабочим объемом 39 литров. Он был легче Pioneer, но значительно дороже. Тяговые характеристики Hardpar имел те же. Из особенностей стоит отметить использование в качестве охлаждающей жидкости вместо воды масла.
Представленный в 1911 году кейс 3060 также имел двухцилиндровый двигатель, но его объем был меньше, всего 31 литр. А весил кейс почти на тонну больше. Однако это не помешало ему завоевать первое место на прошедшем в том же году конкурсе сельскохозяйственной техники. Avery 4080, производившийся с 1913 по 1924 год, имел четырехцилиндровый оппозитный двигатель, подобный Pioneer, но с большей мощностью – 47 лошадиных сил на тяговом крюке и 66 сил на шкиве. Весил Avery меньше 10 тонн. По сути, Pioneer 3060 был типичным гигантом начала 20 века. Машины, разработанной специально для возделывания целинных земель. Но он выделялся комфортной кабиной, защищающей оператора от осадков пыли и шума, трехскоростной полностью закрытой трансмиссией и идеально сбалансированным четырехцилиндровым двигателем. Однако тот же двигатель имел и недостатки. Он был гораздо сложнее своих двух- и одноцилиндровых собратьев, при этом он имел меньший объем, а значит для достижения той же мощности ему требовалось работать на более высоких оборотах, что также сказывалось и на ресурсе. Еще одним недостатком была масса. То, что в начале 20 века считалось преимуществом этих сельхозмашин, в конечном итоге и погубило многие тракторные компании. В 1912 году в столице канадской провинции Манитоба, городе Виннипег, состоялось престижное тракторное испытание, в котором принимали участие лучшие сельхозпроизводители. В одной из рекламных брошюр утверждается, что Pioneer 3060 разгромил всех, попутно установив при испытаниях на тормозном стенде мировой рекорд топливной экономичности. По другой версии, компания Pioneer опоздала с подачей документов, и ее к соревнованиям не допустили. Трактор Pioneer 3060 выпускался с 1910 по 1927 год, и за этот период в его конструкцию было внесено несколько изменений. В период с 1910 по 1912 был увеличен объем системы охлаждения и внедрена более производительная система смазки двигателя. В период с 1913 по 1919 был установлен центробежный маслоочиститель и усилена трансмиссия. Велись эксперименты с различными вариантами грунтозацепов. В последние годы производства в угоду рынку компания вела работы по упрощению конструкции и снижению веса машины. В основном Pioneer 3060 продавались на территории США и Канады. Часть машин уехала в страны Европы. В отличие от конкурентов, компания Pioneer вместе с трактором отправляла и компетентного специалиста, который должен был обучить покупателя правильной эксплуатации новой машины. Однако ситуация на рынке стремительно менялась. Пока огромные керосиновые машины сменяли эпоху машин паровых, на арену вышли более простые и компактные тракторы, выигрывавшие у старших собратьев в цене. Возможно, их появлению поспособствовала сельскохозяйственная депрессия США, когда многие фермеры начали экономить и отказываться от больших машин. А возможно, эра освоения целинных земель просто подошла к концу, и керосиновые гиганты стали никому не нужны. В 1915 году Pioneer Tractor Manufacturing Company выпустила трактор Pioneer Junior. В 1916 Pioneer Pony, а в 1918 Pioneer Special. Но они компанию не спасли. В 1927 году компания закрылась. Точных данных о количестве произведенных тракторов Pioneer 3060 нет, но если производили по две машины в течение 16-17 лет, то возможно их было около 1500. К настоящему времени сохранилось только 14 экземпляров. На сегодняшний день машины Pioneer находятся либо в музеях, либо в частных коллекциях. Продававшийся 115 лет назад за $2700 Pioneer 3060 сегодня стоит около $500 000. Это одна из самых дорогих коллекционных моделей в мире. Дороже только Twin City 1919 года и Case 3060 1913. Но об этих машинах я расскажу в следующих видео. А на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока.